Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Я рад вас видеть на своем канале, посвященному нумерологии и психологии. Мы продолжаем с вами тему нумерологии известных личностей. Сегодня на разборе у меня будет президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джон Трамп. И хочу сразу обозначиться, что данное видео вымышленно и ничего общего с реальностью не имеет. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, о чем идет речь. Предварительно сделав некоторые расчеты по дате рождения, а также по имени, мы будем с вами давать характеристику нашего персонажа. Итак, число судьбы нашего героя – это число 4. И оно говорит о том, что человек довольно стабилен, устойчивый и надежный. Также люди с числом 4 очень много уделяют вниманию порядку, безопасности. Такие люди очень трудолюбивые, и четверка еще символизирует трудолюбие. Также они очень упорные и очень настойчивые. И люди с этим числом готовы работать усердно, долго для того, чтобы достичь своих целей. Такой человек очень организованный, и он планирует свое каждое действие. И люди очень любят такой порядок, чистоту в своих делах. Они любят, чтобы все было организовано и четко все, скажем так, как оркестр играет по нотам. Человек довольно прагматичен и реалистичен. Он поддерживает основные фундаментальные ценности общества, которые были заложены. И также у человека присутствует успех в карьере, и которая требует дисциплины, организации и планирования. Также у человека есть возможность создать стабильную, надежную основу для жизни и бизнеса. Он ее создал. И у человека хорошо развитые навыки управления и лидерства. Негативные стороны числа 4 – это педантизм, то есть человек довольно может быть педантичен и слишком придирчивый к деталям и мелочам. Человек может испытывать стресс из-за необходимости поддерживать порядок и контроль. То есть человек, который держит все время все в своих руках и все контролирует, рано или поздно придет к тому, что он будет испытывать очень сильный стресс. Также человек не любит спонтанности, поскольку он любит все планировать, чтобы все было четко, и человек не может выдерживать, когда все происходит не по плану. Человеку я бы посоветовал развивать баланс между дисциплиной и спонтанностью. Нужно уметь отдыхать, расслабляться. Также мы посмотрим число души. Число души у Дональда Трампа это 9. Оно говорит о том, что человек довольно обладает высоким уровнем сострадания, сочувствия и эмпатии. Также человек обладает глубоким чувством человечности. И человек также обладает большим стремлением помогать всему миру. И человек с таким числом часто занимается благотворительностью и разрабатывает проекты, которые будут направлены на помощь другим людям. Человек связан с искусством, творчеством и самовыражением. Он может быть талантливый в музыке, живописи, литературе и других каких-то областях творчества. Что касается теневых сторон числа 9, говорит о том, что человек может быть слишком идеалистичен и не учитывать реальные жизненные ситуации. Люди могут взять на себя слишком много ответственности и могут столкнуться с проблемами эмоционального выгорания. И человек может быть относиться пренебрежительно к собственным интересам и использованию других людей в своих целях. Дальше у нас
мы посмотрим на число кармы у Дональда Трампа. Это число 4. Опять же, и оно нам говорит о том, что человек очень стабильный, и человеку нужно ценить стабильность и надежность в жизни, и может в себя включать создание прочной основы для семьи, карьеры и личной жизни. Ключевым уроком является то, что необходимо ценить стабильность и надежность в жизни. И это может включать в себя также создание прочной основы для семьи, карьеры и личной жизни. Также нужно хорошо относиться к настойчивости в достижении своих целей. То есть это может быть и развитие самодисциплины и упорства. Также это число будет учить важности организации, планирования своей деятельности, а также жизни. И необходимо развивать гибкость и открытость к изменениям. Необходимо балансировать правильно между трудом и отдыхом. Это небольшая краткая характеристика по основным моментам. Теперь мы пробежимся по характеристике его психоматрицы Пифагора. Психоматрица довольно прочная, довольно сложная и, можно сказать, немножко жесткая. Человек с 2 единицами, можно сказать, что он достаточно податливый и при необходимости может проявлять настойчивость и постоять за себя, если это необходимо. Но чаще всего такие люди предпочитают жить в мире, в согласии с другими людьми. Человек довольно неконфликтный и легко идет на компромисс, если это не задевает каких-то его принципиально важных вещей. Обычно такие люди внимательны и глубоко слушают и вникают в суть разговора с собеседником. Они умеют слушать и не терпят, когда на них давят. И таким людям обычно бывает трудно отстоять свое мнение, и часто они предпочитают либо промолчать, либо уйти от дискуссии. Иногда бывает так, что человек зависим от чужого мнения, и ему очень важна похвала, благодарность, одобрение и хорошее отношение окружающих. Здесь у нас присутствует 1 двойка. Человек довольно с низким уровнем энергии и проявляется в том, что какое-то время человек может быть сначала активный, а потом внезапно сникает и погружается в апатию. Но восстановив свои силы, человек снова может вернуться в бой, скажем так, к активной жизненной деятельности, и обычно человек избегает конфликтов и сложных взаимодействий с длительной и напряженной работой. У Дональда Трампа также присутствуют 2 тройки. Человек в меру наделен логикой и рассудительностью, но его логические построения часто содержат какие-то серьезные огрехи. То есть он может рассуждать, кажется, вроде логично, да, но при этом делать какие-то неверные выводы. Но если у человека развитая интуиция, то есть присутствует больше 2 пятерок, да, то недостаток логики может быть компенсирован. И если же интуиция тоже не слишком развита, то могут быть серьезные ошибки в оценке ситуации, людей и даже, возможно, себя самого. 3 четверки говорит о том, что он обладает высокой выносливостью и стойкостью. И он способен преодолевать любые преграды на своем пути. Если он чего-то хочет, да, то он действительно этого добивается. И у него также бывают пределы и перерывы, также периоды, когда он словно теряет свой внутренний стержень, и в такие моменты кажется слабым и беспомощным. Но обычно это происходит под влиянием каких-то серьезных потрясений, и окончательно сломать такого человека крайне-крайне сложно. И человек придет в себя и снова поднимается во весь рост, и, соответственно, он становится намного сильнее, чем был ранее. Мы можем это наблюдать на выборах, которые он проиграл Джо Байдену. 5 и говорит о том, что у человека присутствует интуиция, но она не сильно
развито. И все же может говорить о том, что у него случается иногда прозрение, когда он начинает принимать самые правильные решения и избегает ошибок. И поэтому он не прибегает к каким-то логическим расчетам. Чаще всего такие люди ориентируются не на свой какой-то внутренний голос, а на опыт других людей, которые они считают успешным. И, совершив множество ошибок, могут начинать задуматься о том, что им дана своя какая-то собственная судьба, отличающих их от других людей. Дальше мы видим 2 шестерки. Для человека престиж, призвание, вознаграждение за его труд играет далеко не последнюю роль. То есть именно эти факты в большей степени являются движущей силой его карьеры. Также человек очень практичен и всегда четко видит, где можно получить выгоду и не упускает ее. Очень заботится о своей репутации, а поэтому стремится делать все хорошо и даже больше. И он способен достигать высоких карьерных высот практически в любой области. Дальше у нас 1 семерка. Имеет некую, скажем так, удачу и говорит о том, что обстоятельства могут складываться иногда в его пользу без каких-либо усилий. И происходит, но все же бывает так, что судьба этого человека любит побаловать и иногда даже совершает маленькие чудеса. Но опять же, если человек трудится и прикладывает большие усилия, то удача в его жизни будет намного больше. Так, и у человека присутствует 1 девятка. Говорит о том, что нету способности легко учиться, и, возможно, он не умеет схватывать знания какие-то все на лету. Но, опять же, это не значит, что этот человек не умен. И просто его мозг работает немножко по-другому. На то, что понимание, усвоение чего-либо для него требует больших временных рамок. К тому же у памяти есть 1 способность, что он хорошо помнит то, что ему необходимо в настоящий момент, а то, что стало ненужным, оно мгновенно забывается. Соответственно, этому человеку нужно больше времени и усилий на долгосрочное запоминание информации. При этом человек вполне способен хорошо учиться и даже быть отличником. Но это не означает, что перед нами стоит великий отличник. Поэтому вот примерно такой краткий обзор на Дональда Трампа. Если вам понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки, и буду рад видеть вас в числе новых своих подписчиков. До новых встреч и хорошего дня!